Здравствуйте! Сегодня у нас особенное интервью. С нами Сергей и Евгения Паршановы. Историю супружеской пары Паршановых, наверное, можно однозначно отнести к сюжету кинофильма. Сергею привели одну из самых редких и сложных операций в мире – трансплантация печени. Донором стала его супруга Евгения. Расскажите, пожалуйста, Сергей, о вашем заболевании. Первично сколиозирующий холангит. Вообще Евгения лучше знает, она вела мою болезнь все, поэтому она намного лучше расскажет. Ваша личная медсестра, да, координатор. Да, доктор. Профессор, мой профессор. Да, расскажите, пожалуйста. У Сергея диагностировали очень такое страшное заболевание, как оказалось, которое не лечится, то есть лечится только трансплантацией печени. Это было 3 года назад, то есть у нашей семьи был такой очень шок большой. И мы пытались лечиться в разных странах. Сергей поехал на очередное лечение в Германии, когда ему сказали, что больше поддерживать это заболевание нет возможности, нужно делать пересадку печени. Как человек, который работает в медицине, я знаю, что, как вы уже упомянули, трансплантация печени – это последнее и единственное решение. Сергей, как вы восприняли эту новость? Я знал, что надо делать операцию. Когда доктора сказали, уже был готов, все, вот сейчас вам нужно. Немножко, конечно, расстроился я, потому что я все-таки думал, что у меня еще сколько-то есть времени. А так, в принципе, да, мы были готовы к этому. А вы, Евгения, как вы восприняли эту новость? Я прекрасно помню, когда Сергею подтвердился диагноз и сказали, что итог этой болезни все равно это трансплантация печени. Для меня это казалось что-то абсолютно нереальное. Далекое и нереальное. Да, трансплантация печени это как-то из ряда фантастики. Сам по себе процесс. Вы думали о доноре, вы думали о самой операции? То есть какое-то понимание объема операции у вас было? Мы на самом деле много изучали этот вопрос изначально, то есть когда еще только поставили диагноз, мы смотрели, сколько проходит операция, то есть достаточно много материала прочитали, изучили, то есть те страны, которые являются передовыми по трансплантации, то есть там Америка, Германия, Южная Корея, то есть и Южная Корея была одна из лидеров, что касается трансплантации печени от живого донора, но мы не могли точно понимать и планировать это все, потому что было неизвестно по поводу живого донора, потому что это такая очень серьезная, так сказать, роль, и мы не думали, что мы сможем найти живого донора. А я не думала, что я подхожу. А вы приехали вместе с Борисом. Вот расскажите ситуацию. Борисом? Да. После карантина мы легли в госпиталь, где было сделано обследование. У брата было найдено что-то похожее на мое заболевание. И мы заранее сделали функцию печени, биопсию печени. Сделали достаточно, она заняла какое-то время. Показания получить от нее. Так получилось, что получили мы показания где-то часов за 15 до операции, а брат не подошел, как донор. Был риск, что может у него то же самое развиться, и печень ни у него, ни у меня не будет восстанавливаться. Соответственно, мы отменили всю операцию. И моя супруга Евгения согласилась быть донором. Я был против, но она настояла Я была на самом деле рада, что есть такая возможность, потому что это возможность, да, потому что если бы я не подошла, то это все, да, то есть это вопрос жизни и смерти на самом деле, да. Евгения, продолжение темы все-таки донора, именно с вашей перспективы. Каково это отдать частичку себя, в прямом смысле этого слова? То есть, я думаю, тогда, когда вы заключили брак и обменялись обещаниями... Это надо было думать 15 лет назад. Обещание было, я отдам все, да, и тут получается, я отдам все-таки частичку себя. Каково это?
Я помню, Сергей как-то пошутил, говорит: "Ну, дорогая, у нас будет одна печень на двоих". Я уже вспоминала эту фразу. Одна печень на двоих. Вот. На самом деле это просто фантастически, что врачи сейчас могут делать такие процедуры. Это у меня в мозгу не укладывается. Вот каждый раз, когда мы проходили вот перед операцией, да, все объясняют, да, у нас там штук 5 врачей нам одно и то же рассказывали, вот когда они рассказывали о том, как они что отрежут, как они там будут это подсоединять, для меня это в голове не укладывается, я не врач-хирург, но это просто люди какие-то вот феноменальные, фантастические, и поэтому, ну, как бы, ну, отдать частичку себя, это очень сложно представить и понять, поэтому как бы просто я в основном фокусировалась на том, что, ну, это шанс для нас двоих быть и жить, и как бы и прежде всего это, как говорила моя мама, это я делала для себя, чтобы у меня был муж. Вот. Не для вас, это для Евгении. Да, и для своего ребенка, естественно, чтобы у нее был папа, поэтому это самое важное. Сергей, вот у меня такой вопрос к вам. Вы едете на операцию, вы знаете, что в это же время проходит операция у Евгении. Может быть, ваши 3 самых таких основных мысли до операции, когда вы были один? Я знаю, что вас разделили в разные палаты. Когда везли на операцию? Да. Ну, все. Вариантов нет. Это первая мысль, а вторая? Такие ваши топ-3 мысли. Честно, даже вот не знаю, о чем я думал тогда. Ну, как бы, то, что уже все, ты едешь на операцию, как бы. Женя уже проводил на операцию, пустил слезу. Вот, как бы, ну, переживал все равно, как бы, за Евгению. Надеялись на профессионализм врачей, в принципе, и приехали в Корею за профессионализмом врачей. Ну, соответственно, как бы... Я помню медсестру, которая меня садила и говорила: удачи. Очень положительный у нас профессор, который обещал уже через пару недель выписать. Мы думали, как это так вообще. Ну вот, через 5 дней я уже ходить начал. После операции? Да, после, как меня с реанимацией, 5 дней в реанимации я был. Меня привезли с реанимации, и я, в общем-то, сразу начал ходить. И выписали вас через 2 недели после операции? Нет, выписали нас позже. Когда нас выписали? Через 3 недели. Выписали 3 недели, да. А вы, Евгения, вас выписали? Через 10 дней, но, в общем-то, могли и раньше. Ну, в принципе, меня тоже как бы могли раньше и амбулаторно, ну, просто меру предоставили. Да. Мы решили, что как бы лучше чуть больше полежать. Сколько вам еще нужно находиться в Корее? Ваш план? Ну, профессор сказал 3 месяца после операции. Со дня операции 3 месяца. То есть в целом это стандартный процесс, правильно? Да. Ну, изначально вот говорили, да, что может быть и полгода, и год, да, то есть как бы все это зависело от исхода возможности, операции. от исхода операции. Вот, и я так понимаю, что у нас все хорошо просто происходит пока что, да, вот, и поэтому и выписали как бы довольно вовремя, и дальше профессор сказал, что можно уехать 2-3 месяца. За все это время, это не только этот период в Корее, за 3 года, да, продолжение вашего заболевания, какой урок для себя вы взяли? Что надо... Уже отталкиваясь от сегодняшнего момента. Надо жить на полную, не оглядываясь назад, и идти вперед и делать максимально, чтобы было, не знаю, как это сказать. Какой для вас урок? Нет, ну вообще, в принципе, вот когда любой человек болеет очень серьезными болезнями, он, естественно, понимает, что жизнь надо ценить, да, и как бы стараться максимально жить, да, и проводить время с близкими, да, то есть не тратить жизнь на какие-то там телевизор, ссоры, да, скажем так. Но вот в принципе в этой ситуации выводы для себя, вот в моем случае, это все время
искать, действовать, не опускать руки. Ты пытаешься сделать все, что от тебя зависит, да, как бы, а то, что от тебя не зависит, ты это контролировать не можешь, да, как пройдет операция, какой будет исход. Это уже как бы вот, ну, то есть ты доверяешь и вот считаешь, что, ну, вот это уже как будет, но главное, что ты должен стараться максимально никогда не сдаваться. То есть вот пока есть, да, то есть план А, план Б, план С. Вот, то есть у нас было очень много разных проблем на пути, как бы их очень долго рассказывать, но никогда не надо сдаваться. Спасибо еще раз за ваше время, спасибо, что поделились такой очень нужной, важной информацией, и самое главное, спасибо за ваш позитив, это на самом деле очень-очень важно. Я надеюсь, что ваше пребывание в Корее будет максимально интересным, чтобы вы провели хорошее позитивное время со своей дочерью здесь. Самое главное, будьте здоровы. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо вам.